Москве задержан подозреваемый в истязании несовершеннолетнего. По данным следствия, 11 октября 2024 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинской в городе Москве, испытывая личную неприязнь к 7-летнему сыну своей сожительницы, систематически причинял ему физические и психические страдания путем неоднократного нанесения побоев и иных насильственных действий. В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции задержан гражданин Республики Узбекистан, подозреваемый в совершении указанного преступления. С ним проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета России. Задержан иностранный гражданин. Сообщается, что в Красногорске задержан иностранный гражданин, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении местной жительницы. Следственными органами задержан гражданин Республики Таджикистан, подозреваемый в совершении преступления против половой свободы местной жительницы с применением физической силы. Установлено, что 10 сентября 2024 года вечером подозреваемый, находясь на улице в безлюдном и неосвещенном месте городского округа Красногорска, напал на местную жительницу с целью совершить насильственные действия, после чего попытался силой снять с нее одежду, причинив при этом телесные повреждения. В какой-то момент за женщину заступились прохожие, и мужчине удалось скрыться благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям. Нападавшего задержали и доставили в следственный отдел. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Также подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Удивительная история, что случилось со студенткой техникума в Хабаровском крае. Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад по информации о применении насилия в отношении студентки техникума в Хабаровском крае. В социальных медиа опубликована информация о применении насилия преподавателем мужчиной в отношении 17-летней студентки одного из техникумов города Хабаровска. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Степанову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. ТАСС сообщает, Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два требования: разрешить наносить удары вглубь Российской Федерации, для чего нужны в том числе ракеты «Таурус», и одобрить ускоренный прием в НАТО. По информации Bild, оба требования украинцев остались без внимания в Берлине. Как отмечает газета, Шольц не сказал категорическое «нет», но и положительного ответа не последовало. Каждый месяц пополняется на 1 миллион мигрантов. Кадровый голод Москвы достиг 500 тысяч человек, заявили в мэрии. По прогнозу, дефицит вырастет до 781 тысячи вакансий к 2027 году. Известия узнали в Миноборнауке о способах борьбы ведомства с этой проблемой. В мэрии Москвы заявили, что кадровый голод столицы достиг 500 тысяч человек. По прогнозу, дефицит вырастет до 781 тысячи вакансий в 2027 году. Известия узнали в Миноборнауке, как ведомство борется с кадровым голодом. Для оценки ситуации Министерство науки и высшего образования утвердило новую методику, основанную на региональных данных. Также президент поручил разработать методику, которая будет учитывать и отраслевой, и региональные факторы. Прогнозы согласовываются с регионами. Разработано законодательство для гибких студенческих программ с практикой на площадке работодателя. Вузы заключают соглашения с регцентрами занятости для совместных проектов. В этом году изменены условия целевого приема.
Для решения проблемы кадрового дефицита запущены крупные проекты, доступные в каждом регионе. Это платформа «Работа России», которая помогает свести работодателя и абитуриента. Второе – это проект «Передовые инженерные школы». По всей стране также появляются центры карьеры, которые министерство рекомендовало открыть вузам. Проект «Передовые инженерные школы» появился, чтобы удовлетворить потребность рынка в инженерных кадрах. Они создаются вузом совместно с представителем индустрии, локализованы в регионах и нацелены на решение конкретных инженерных задач. С 2022 года по всей стране открыто 50 передовых инженерных школ, а к 2030 году их количество вырастет до 100. А я скажу со своей стороны. Самое удивительное в этой новости, что тема низкого уровня подготовки специалистов в разных областях озвучивается уже давно. Об этом в свое время говорил даже президент страны. Но складывается впечатление, что поставленные вопросы не слышат ответственные лица. Никоим образом не озвучивается работа в направлении того, чтобы сделать работу специалистов привлекательной. Поднять зарплаты, улучшить соцпакеты. Об этом речь, если идет, то редко и мало. И только речь. Дел нет. На глазах у профессиональных специалистов, важность профессий которых невозможно переоценить, в Россию свозят толпы необразованных мигрантов. Выходцы из других государств устраивают, в качестве продюсеров, постановочные концерты с певцами и певицами, которые даже петь не умеют и зачастую просто кривляются перед микрофоном под идущую фонограмму. И получают за это с бюджета иной раз по 10-15 миллионов. Нигде информация о том, что стало со студенткой медицинского вуза, на которую напал выходец из Кыргызстана. Останется ли она работать в России? Или выберет страну, в которую не свозят в таком количестве безнравственных и малограмотных людей? Или она выберет страну, где ее жизнь будет в безопасности, а зарплата ее будет начинаться от 30 евро в час, как любая другая зарплата подготовленного специалиста. 30 евро в час – это около 6 тысяч долларов в месяц. Если в рублях, это порядка 600 тысяч рублей в месяц. Так что она выберет? Отстреливаться газовым баллончиком, как это было озвучено в хронике не так давно? Или спокойно работать и получать больше полумиллиона в месяц, спасая жизни неких людей в неких странах, где ей дадут трудовую карту? Задавая вопрос, почему в России нет специалистов, я бы перефразировал так: почему в России вообще они должны быть? Эти специалисты должны жить в домах, которые построили люди без образования? Выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Странно это видеть, зная, что Лужков, когда планировал построить район в Москве для своей администрации, то он приглашал строителей района Жулебина, если кто не в курсе, из Болгарии. Ведь еще в советские времена именно выходцы из этой страны славились своим мастерством. Что там Жулебина? Пристройку Третьяковской галереи возводили именно выходцы из данной страны. Так что рождает ситуацию? В России не родятся специалисты или есть условия, которые не дают их удержать? Вот, как мне кажется, где истинный вопрос. Мизерные зарплаты на фоне Пугачевой, который пытается через границу вытащить из России драгоценности, музейные ценности. В Новосибирске задержали вооруженного пистолетом уроженца Кемеровской области, который разыскивался за убийство. Сейчас 3 часа пройдет, вообще куда-нибудь. 3 часа выглянуло, опять туда. На остановке общественного транспорта расположенная по улице Дмитрия Шамшурина, 43. Там он и находился, когда мы прибыли на место. Представился другой фамилией, именем. Начался легкий мандраж рук. И когда мы уже начинали его вести в южную часть, он попытался убежать. Вследствие чего мы его догнали, применили физическую силу и специальные средства, наручники. После чего данный гражданин был доставлен в дежурную часть, и там уже была установлена его настоящая личность. Там что, вырежется? Что можете по поводу оружия пояснить? Знакомый попросил, чтобы у меня побыло, сказал, что потом заберет. На данный момент его нету в живых. Все остальное сотрудникам полиции скажу на допросе.
во время патрулирования при вокзальной территории полицейскими для проверки документов был остановлен некий гражданин. Выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в убийстве, совершенном еще в 2007 году. Подозреваемый попытался убежать, но был задержан и доставлен в дежурную часть. У него изъят пистолет с 8 патронами. По заключению криминалиста, оружие пригодно для стрельбы боевыми патронами. По факту незаконного хранения огнестрельного оружия дознавателем возбуждено уголовное дело. В настоящее время сам задержанный под конвоем доставлен инициатору розыска в Кемеровскую область для проведения следственных действий. Задержан напавший на пенсионерку. 10 октября в дежурную часть Красноярская поступило сообщение от жительницы краевого центра о том, что неизвестный на улице избил пожилую женщину и угрожал предметом, похожим на нож. Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативных мероприятий при силовой поддержке коллег из Росгвардии подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель Красноярска. В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции. Следственными органами расследуется уголовное дело. Интересная информация из Франции. Друзья, задержан 22-летний афганец по делу о подготовке. Французская полиция задержала 22-летнего афганца по делу о подготовке в США теракта во время президентских выборов в ноябре. Его подозревают в поддержке ИГИЛ. Сообщают об этом РМС. Отмечается, что мужчина обсуждал какой-то проект в Телеграм. Изначально на юго-западе Франции по этому делу задержали 3 человек. Позднее 2 из них отпустили.